Ну, можно начать с представления. Меня зовут Никита, я дизайнер Power Lab. Уже 10 месяцев, почти год скоро будет. Вот. И выбрал такую тему, потому что мне самому интересно покупки совершать в интернете, как это все устроено, как это все работает. Именно продажа э, бизнеса для клиентов. То есть не бизнес для бизнеса, потому что ну, так как я сам являюсь постоянным потребителем каких-то товаров и услуг, то очень интересно, как это все работает, какие есть методы продаж. То есть есть агрессивные более методы продаж, есть более лайтовые, но так или иначе они присутствуют в любом магазине, вне зависимости от ниши. Эм, Ну, сейчас будет краткая какая-то вводная часть, скучная, там, где я просто собрал статистические данные. Вот. В целом, почему я считаю, что e-commerce это круто, глобально, не конкретно онлайн-продажи, там интернет-магазины, а почему, в принципе, e-commerce это круто, потому что вот продажи и обмены товарами между людьми, они были еще очень давно, еще до изобретения денег, когда люди обменивались какими-то товарами или кто-то умел делать что-то лучше другого, и другие люди взамен ему давали какие-то блага. Вот. А, Это похоже немножко, может быть, на какую-то утопическую систему Мавроди, которая мечтала, что будет так же, но не совсем. Вот. Ну, еще я могу сказать, что люди, которые занимаются торговлей, а, они находятся в первых местах списка Forbes. Ну, не знаю, для кого это мотивация или нет, но там тот же создатель Амазона, даже если это там ниша фэшена, типа Луи Vuitton, они тоже находятся на первых позициях в Форбсе. Вот. Ну, то есть я имею в виду, что тем, кому интересна ниша продаж, их развитие в этой нише может быть в финансовом плане безгранично. То есть чем больше ты работаешь, тем больше ты можешь получить, смотря насколько у тебя есть мотивация и насколько тебе это интересно. Вот. Тут показаны основные какие-то преимущества. Они, конечно, не все, но это основные, которые есть у покупки через онлайн. Вот. Ну, это проводились какие-то там исследования. Я просто не стал сюда включать в презентацию вот эти числа, там Weimar институт там сделал исследование и все такое. В общем, ну, из основных причин это то, что можно покупать в любое время дня, не нужно никуда ехать и ходить, особенно если человек живет в небольшом городке, а даже если и в большом живет, то сейчас очень много каких-то товаров продается, ну просто перепродажа через Китай, и их даже можно в большом городе не найти, именно в офлайне, а только в онлайне. И там работают по принципу дропшиппинга, они даже не закупают товар, несмотря на то, что если товар закупить, то маржинальность будет больше, потому что товар, который доставляют быстро, он стоит дороже, чем в дропшиппинге, но, короче, ладно. А, следующее преимущество – это то, что можно найти товар по более низкой цене. Это можно сделать как в рамках самого магазина,
то есть добавить товар в сравнение, ну, такая иконка весов, ну, я думаю, вы знаете. И некоторые люди даже отдельные сервисы делают для сравнения цен в разных магазинах, типа Hotline, там, где можно найти прям самую-самую выгодную цену, если ты любишь экономить. Еще один важное преимущество – это отзывы предыдущих клиентов. Для меня, я думаю, это одно из ключевых значений. Ну, когда я выбираю какую-нибудь бытовую технику или еще что-то, у меня просто вот любимый маркетплейс – это Розетка, потому что там есть много отзывов, там служба поддержки хорошая, политика возврата, то есть, ну, были у меня случаи, когда приходилось возвращать, обменивать, и все там идеально. Ну и плюс у них точки выдачи есть, поэтому, то есть, вообще супер. Вот. Ну, там более подробно про вот эти отзывы поговорим дальше на конкретных примерах. Вот. Следующее преимущество – это отсутствие навязчивых продавцов. Тут просто такая, как сказать, неоднозначная тема, потому что есть агрессивные методы продаж онлайн, и их можно сравнить с навязчивым продавцом. Но задача дизайнера сделать так, чтобы это не выглядело как впаривание, а выглядело как повышение чека, увеличение продаж какими-то мелкими деталями. В основном мы будем рассматривать мелкие детали, с помощью которых повышаются продажи, потому что слишком какие-то кричащие баннеры могут только отпугнуть клиента или отпугнуть могут нерелевантные какие-то предложения. То есть, когда человек еще не зарегистрировался, допустим, на сайте, но ему уже рекомендуют товары, и непонятно, на основе чего рекомендуют эти товары. Но если говорить о трендах, то сейчас как раз идет тренд на то, что, во-первых, используется для рекомендаций искусственный интеллект, во-вторых, ну, отслеживается действие в интернете, то есть там история просмотров и все остальное, ну, как контекстная реклама подсовывается. Также в интернет-магазинах могут рекомендовать товары по той же схеме. Ну и последнее – это простое сравнение цен. Ну, это, наверное, чем-то похоже на поиск товара по более низкой цене. Но если мы хотим, допустим, купить один и тот же там, смартфон с теми же характеристиками, то мы можем сравнить стоимость в разных интернет-магазинах на ту же модель с теми же характеристиками. Вот. В некоторых еще сайтах появилась такая фича, как уцененный товар, то есть на нем может быть какая-то или царапина, или еще что-то, и поэтому он стоит намного дешевле. Можно сэкономить. Так, тут тоже статистика. То есть более $1 триллиона это ожидаемый объем продаж в e-commerce. Это только в США по состоянию на 2022 год. Ну, ожидаемый, опять же, не знаю, как повлияла вот эта ситуация с мировым кризисом, с войной и прочим, потому что вот данные, которые я брал, это было из статей, которые вышли до начала событий. Но в любом случае очевидный рост онлайн-продаж есть. Вот. Также есть прогноз, что 95% всех покупок к 2040 году будут совершаться онлайн.
На 2020 год 20% от всех покупок в мире были произведены через интернет. И ежегодно рост объема продаж увеличивается на 14-15% по сравнению с оффлайном, который всего лишь занимает 1%. Так. Ну, вы можете написать в чатике, насколько часто вы покупаете онлайн в процентном соотношении. Ну, если не брать в учет какие-то такие вещи, типа там продукты, сигареты, кофе, ну, типа такие базовые, ну, вот обычные бытовые вещи, косметику, там, посуду, примерно в процентном соотношении сколько это? 80, 100, 70. Ну, достаточно много. Если бы это были выборы президента, то онлайн-продажи бы выиграли. Ну, не суть. Вот. По поводу стандартной структуры интернет-магазина, она примерно как бы всегда одинаково выглядит. Сложность магазина заключается только в пожеланиях клиента, в бюджете, в сроках и в его каких-то целях, на какую прибыль он хочет выйти. И в зависимости от этого выбирают разные решения. То есть в целом можно сделать какой-то простенький интернет-магазин даже на конструкторах. Сейчас это позволяется, там функционал ограничен, но основные вещи можно сделать. Вот. Ну да, то есть там в личном кабинете могут быть список желаемых товаров, виш-лист, истории покупок, бонусы, программы лояльности, там какие-то даже вот, если там вспомнить AliExpress, открытые споры, или на розетке есть, допустим, чат, можно общаться, ну, то есть это marketplace, и там не всегда продавцом является розетка, ты можешь общаться с продавцом, который вот продает товар в личном чате и выяснять с ним какие-то претензии там по возврату, по обмену. И, ну, достаточно удобно. Ну, конечно, это все, каждое дополнение, это стоит денег и времени, чтобы это разработать, поэтому тут уже все упирается в бюджет. Так, ну вот тут отличие больших магазинов от маленьких. В больших, ну, в принципе, как я уже раньше сказал, у них просто больше функций, больше бюджет, более профессиональная команда работает над дизайном их, то есть над вот этими всеми приемами, которые позволяют увеличить продажи, работают более профессиональные команды, чтобы делать это грамотно. Вот. И также есть акцент на SEO-оптимизацию, то есть там присутствуют какие-то тексты, и задача, по сути, у таких больших магазинов это быть лучше, чем их конкуренты по всем параметрам. По удобству, по выдаче поисковой, в общем, по всем параметрам, и применять для этого все возможные способы. Ну, в разумных пределах, конечно. Ну, еще в больших магазинах обычно много дополнительных товаров, которые можно для кросс-сейла, апсейла, даунсейла, то есть ну, тоже есть вот эти разновидности. Дальше можно поговорить об этом. В маленьких магазинах
В основном маленькие магазины — это какие-то нишевые очень вещи, там какие-то бренды одежды, или это может быть даже один товар, то есть единственный товар в магазине продается, и все внимание уделяется имиджу. Вот. Я думаю, вы даже видели там на Awards и на каких-то других сайтах, где продают какую-то там технологичную штуку, и там для нее делают очень крутой визуал, но это вроде бы тоже как интернет-магазин, но он может быть даже одностраничный, то есть там чисто имиджу уделяют внимание больше. Вот. Следующее, поговорим про структуру главной страницы. В общем, примерно у всех магазинов она одинаковая. Могут быть небольшие отличия или там последовательность этих блоков, они там могут чередоваться. Но в целом оно примерно одинаковое. Первое — это шапка плюс меню. Тут опять же такая штука, что это сама тема очень обширная, и можно даже там про шапку целую лекцию отдельную сочинить, как ее правильно делать. Но тут у нас более глобальная такая тема, то есть мы по верхам пробежимся по всем страницам сайта, то есть начиная с главной до чекаута, и там обрати внимание на какие-то не самые очевидные вещи, потому что есть там более очевидные, которые, наверное, скучно будет слушать. В принципе, может, и остальные тоже будут скучные. Вот. Ну, короче, шапка, потом идет категория товаров, слайдер, новинки, скидки, акции, рекомендуемые, просмотренные, то есть все возможные вот такие заголовки. Они призваны просто больше попасть в клиента, то есть найти для него то, что он ищет. Там уже как это называется, без разницы. Трастовые блоки — это очень важно. Это какие-то отзывы, это видеоблоги есть у магазинов, это просто информационные плашки, что у нас там возврат в течение 14 дней, то есть все возможные информационные блоки, которые повышают уровень доверия к магазину. Ну, trust — это от английского доверять, верить. Информационные блоки — это для SEO-оптимизации. И блок с подпиской на рассылку плюс футер. Так, по поводу шапки. В шапке должны по-хорошему содержаться информация про доставку, оплату, условия возврата, обмена, FAQ, гарантии, контакты, страница о компании тоже должна быть. Она будет в качестве трастовой снова. То есть повышает доверие, потому что мы понимаем, у кого мы покупаем, то есть, ну, кто стоит за вот этим бизнесом. Может быть, там есть даже какой-то сторителлинг, иногда создают, что там мы начали свой бизнес в каком-то гараже, потому что мы горели идеей, и в итоге мы хотели, чтобы все люди имели возможность недорого заказать красивый букет на дом. Ну, допустим, то есть это опять же влияет на доверие. Почему вот эти все блоки должны быть в шапке? Ну, кстати, они должны быть не только в шапке, но и в футере, но в шапке, потому что это, можно сказать, шапка — это как наш продавец-консультант, который должен ответить на все наши вопросы
полностью обслужить нас, то есть чтобы вопросов о том, как я могу это заказать, какой платежной системой я могу это оплатить, смогу ли я вернуть товар, смогу ли я его примерить на почте, или там смогу ли вернуть через 2 дня, потому что я не уверен, и я не могу принять решение по фотографии, подходит мне этот товар или нет, или там, если это какая-то техника, то она может выйти из строя через 1 день, ну там произойдет какой-то брак, и что в таком случае мне делать? Вот. И все эти вопросы должны сразу быть отвечены. Вот. Тут BuyMart Institute рекомендует не прятать категории в одном пункте меню, а отображать их прямо на главной странице. Ну, я просто тут написал, но не показал скрин. Дальше, когда уже будем разбирать, я покажу. Вот. Снова предлагать не только категории, но конкретные товары. Это актуально для маркетплейсов, что на главной странице мы можем показать логотипы известных брендов, потому что люди все-таки подвержены влиянию брендов. Не сказал бы, что это плохо, просто вот для меня какой-то бренд может означать то, что его качество, то есть ожидание с реальностью всегда совпадет. То есть это как люди ходят в Макдональдс не потому, что там очень вкусно, а потому что они знают, что когда бы они ни пришли, у них всегда будет блюдо одинакового вкуса, потому что у них соблюдаются вот эти технологии приготовления и какие-то санитарные нормы. То есть у них вот это есть такой контроль качества, так сказать. Также и с брендами. Вот. Если нужен текст для SEO-оптимизации, он обычно пишется внизу, то лучше его сделать в свернутом виде и добавить кнопочку «Развернуть», потому что его, скорее всего, никто читать не будет, и чтобы он не занимал лишнее место. Далее тут немножко инфы по слайдеру и по футеру. Самую важную информацию лучше всего размещать на первом слайде, то есть самую актуальную, самую такую, которая 100% привлечет клиентов. И его внимание становится на этом, потому что каких-то акций может быть много, но нужно выбрать один, самый конверсионный. Вот. Следующее требование к баннеру – это то, что баннер – это не должен быть единственный путь к уникальному функционалу. То есть баннер – это же просто вот картинка с кнопкой Call to Action, которая ведет куда-то, в какую-то категорию. И нам нужно сделать так, чтобы даже если человек не обращает внимания на баннеры, что вполне логично, потому что есть баннерная слепота, и все равно он хочет попасть там в какие-то акции, распродажи, уценки, то есть без помощи баннеров, потому что некоторые просто на них могут не обращать внимания. Реализуйте удобное и очевидное взаимодействие. Это понятно. На каждом слайдере должен быть call to action. Это тоже как аксиома, что он должен быть куда-то вести. Вот. И такая рекомендация, что если баннер автоматически перелистывается, то при наведении на него его нужно останавливать, чтобы человек имел возможность ознакомиться с содержанием. Там есть еще рекомендации по поводу того, насколько долго должен показываться баннер, прежде чем его перелистнут. То есть там в секундах 7 секунд-10 секунд, там зависит от содержания.
Вот. В футере должны содержаться ссылки на сервисные страницы. Это тоже, что в шапке там доставка, оплата, возврат и все такое. Контактные данные, иконки социальных сетей, логотипы всех платежных систем и служб, потому что вот некоторые категории граждан, ну, пользователей, согласно, опять же, исследованиям, они привыкли, что в футере содержится вся вот исчерпывающая информация, больше, чем в шапке, и они вот специально даже пролистывают сразу футер, чтобы посмотреть там вот эти иконки платежных систем, потому что в шапке поместить все просто невозможно, это будет слишком перегруз. Вот, и вот запуска магазина текущий.